Привет всем! Перед вами электромагнитные клапана. Все они с AliExpress. На каждую модель я оставлю ссылочку в описании. Можете заказать, которая вам нужна. В этом видео я расскажу про них, чем они отличаются, какие у них характеристики, чем отличаются друг от друга. И посмотрим, какая у них конструкция внутри. По материалу корпуса отличаются они, бывают пластиковые, вот такие. Это на 3/4, вот на полдюйма. Получается этот пластиковый, этот латунный. Внутри у них вот этот механизм, мембрана и шток, он находится в пластиковом корпусе, даже если клапан латунный. То есть здесь внутренности, где ходит шток и сама мембрана, одинаковые. Что пластиковая в этом клапане, что пластиковая в этом клапане. То есть внутренность идет пластиковая, а корпус уже сам из латуни. Эти, конечно, стоят дороже, там в 2 раза где-то цена выше, чем пластиковый. Но в характеристиках указано, что по 8 атмосфер давления не выдерживает, что этот. Поэтому, в принципе, стоит ли переплачивать, я не знаю, но, в принципе, и пластиковые держатся тоже очень крепко. Также они отличаются по функционалу. Есть нормально открытый и нормально закрытый клапан. Вот на 3/4 нормально открытый. На 3/4 нету нормально закрытого у меня. Но вот нормально закрытый клапан. У него шток идет за подлицо с катушкой. Он не выпирает. Вот она идет вровень. Есть некоторые модельки, где катушка не заклеена. Вот вровень идет. Внутренняя часть, где ходит шток, он за подлицо с катушкой. В нормально открытых клапанах шток выдвигается чуть-чуть вверх, он выпирает корпус, где ходит шток, чуть-чуть выступает за катушку. Вот у них визуально отличие. Нормально закрытый и нормально открытый клапана. Мембрана, все в принципе у них там похоже, но мы разберем и посмотрим, как они выглядят. Также здесь вот направление потока жидкости. На латунных есть стрелочка, на пластиковых стрелочки нету, но определить можно по сетчатому фильтру. Сетчатый фильтр стоит на входе, то есть здесь вход, здесь выход. Сетчатые фильтры, некоторые их убирают, но вообще они нужны для того, чтобы не попалась какая-нибудь соринка и не заклинила клапан. Потому что если она попадет под клапан, он тогда не сможет закрыться. И тогда клапан останется открытый. Придется его разбирать, чистить. В общем, поэтому не знаю, стоит ли убирать сеточку или не стоит, смотрите сами. Но многие их убирают, они просто вытаскиваются плоскогубцами. Вот здесь взяли, потянули, она вытащится. Она здесь съемная. Здесь тоже можно выковырять, но она плотненько сидит. То есть ее уже, если вы ее выковырите, то она испортится. Также они по внешнему виду отличаются конструктивно, например. Здесь под 90 градусов вход с этой стороны и направлен выход вниз. Есть с прямыми, как вот этот. И также есть клапан, идет под быстросъем. Вот он у меня. Здесь вставляется трубка, там где-то 6 мм в диаметре. Такие трубки идут на системах обратного осмоса. То есть это защелочка, она снимается. Крепко держится. После того, как вы вставили сюда трубку, одеваете защелку, и она зажимает трубочку, натягивается вот этот шток, и трубочка будет обжата. Вот. Этот под быстросъем. Также есть клапана под трубку. Здесь диаметр 12 мм. Сюда одевается шланга с хомутами. Также само вход-выход не подписан. Но с этой стороны у нас вход, с этой выход. Можно посмотреть внутрь. То есть, если нет направления подачи вверх, то вот здесь вот выход будет, вода будет сверху бежать. А здесь есть перегородка, вода поднимается вверх и спускается вниз. То есть вот так идет. По напряжению катушки бывает 12 вольт, 24 вольта. Это 12-вольтовая. Также есть 24-вольтовая и 220 вольт. 220 тоже где-то были. Вот катушка на 220 вольт. У них отличается там количество витков, сечение провода. В общем, под каждое напряжение идет своя катушка. Также стоит отметить,
на 220 вольт катушки. Если вы хотите устанавливать их дома, они издают гул. Например, вы где-то там в ванной комнате установили на 220, то будет слышен гул. Он чуть-чуть шумит, идет частота 50 Гц и небольшой такой фон гудения. Поэтому, если вы хотите где-то устанавливать дома, то лучше взять блок питания и установить на 12 вольт. Они работают бесшумно. На 220 вольт катушки гудят. И давайте раскрутим, посмотрим, как у них устроены внутренности здесь и как они работают. Здесь катушка прикручена на 4 самореза. Вот, они легко откручиваются. Катушки взаимозаменяемые, можно переставить на другой клапан. Вот так вот быстренько разобрали. Снимаем катушку. Дальше у нас вот такая направляющая. Здесь внутри шток. Вынимаем. Он вынялся вместе с мембраной. Вот у нас здесь вход. Вода поднимается вверх. Тут есть перепускной вот такой канал. И здесь у нас стоит шток. Вот он. И он закрывает вот такое маленькое отверстие и выравнивает давление. Например, внутри еще есть пружинка, которая прижимает шток. Вот. Когда шток закрывает вот это отверстие, над клапаном создается давление. Клапаны работают от давления воды в системе. Поэтому если вы используете воду без давления, он может не работать. Но скорее всего, там от 0,2 бар давление минимальное. То есть создается давление над мембраной. И мембрана силой воды, давлением прижимается и закрывает клапан за счет воды. Когда шток поднимается электромагнитом, открывается вот это маленькое отверстие. Вода начинает протекать вниз. Давление падает. А снизу создается давление уже под мембраной тогда. И мембрана поднимается, клапан открывается, вода побежала вниз. Когда вы клапан закрываете, то есть убрали питание, пружинкой шток придавился к вот этому маленькому отверстию, давление над мембраной начинает расти, и мембрана прижимается и закрывает отверстие. Вот в принципе весь принцип действия работы клапана. Сечение здесь небольшое, поэтому если вы хотите использовать для полива и для форсунок нужно большое давление, то лучше будет использовать шаровые краны, потому что здесь сечение небольшое и поток будет меньше. Вот так устроен внутри электромагнитный клапан. Это все мы назад собираем. Сверху прижимается катушкой. И давайте я сейчас покажу внутри латунный клапан. Откручивается потуже. Здесь вообще должны быть винтики с резьбой. Но китайцы их закручивают также саморезом, поэтому они очень туго откручиваются. Вот, сняли катушку. Она такая же, как и на пластиковом клапане. И здесь у нас, здесь внутри так же само. Пружинка со штоком. Добавили пружинку, которая прижимает мембрану. И сама мембрана. В принципе, принцип действия точно такой же, и он взаимозаменяемый, его можно переставить на пластиковый клапан. И теперь раскрутим нормально открытый клапан, посмотрим, какая внутри конструкция и чем она отличается от нормально закрытого. Откручиваем винтики. Этот клапан работает наоборот, он всегда открыт, при подаче питания он закрывается. Вот снимаем катушку, она такая же, как и нормально закрытых клапанах, идентична. Здесь вынимаем шток, идет клапан. И здесь уже стоит шток внутри, он не вынимается, то есть он там как-то зафиксирован. И при включении клапана он не поднимается, а опускается и закрывает клапан. А так он постоянно открыт, то есть вот. От давления воды мембрана поднимается, открывается, и ей ничего не мешает открываться. Но когда вы подаете питание, шток опускается и закрывает вот это отверстие в клапане. Маленькое закрывает, и тогда возрастает давление воды над клапаном, и клапан закрывается.
Это работает при подаче питания. Вот так устроены все эти клапаны. Ссылочки на них в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.